Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп. Ретроградная Венера с 23 июля по 8-9 октября. Судьбоносные перемены в моей жизни. Ретроградная Венера у нас бывает каждые 18 месяцев, поэтому можете открутить немножко назад, словно отмотать свою историю жизни, попытаться вспомнить, что для меня 1,5 года тому назад было в приоритете. Ведь именно Венера отвечает за материализацию нашей мечты или за материализацию того, что мы получим в жизни. Ведь под Венерой мы понимаем благополучие, и это идет как ось отношений, наше отношение к деньгам и какие-то наши дальнейшие решения в плане воплощения именно наших идей, которые бы мы хотели осуществить. И здесь все конкретно, здесь нет размытости, потому что если мы допускаем вот в этот период или в такие периоды для себя какую-то двойственность, или мы не можем с чем-то определиться, скорее всего, мы можем себя словно заморозить, откинуть еще на 1,5 года назад, когда в нашей жизни, не будет происходить каких-то благоприятных перемен. И если мы говорим о превращении, это действительно такое уникальное явление, когда в ретро-движении Венера уходит, когда мы ее видим именно на вечернем небе, а в последующем это как символизм возрождения, она превратится в утреннюю звезду. Либо мы продолжаем что-то из прошлого, но это уже трансформация и новая стадия, либо мы от этого отказываемся. И у нас произойдет несколько стадий ретроградности, точнее, это будет несколько позиций планетарных, которые вполне конкретно будут оказывать влияние на нашу жизнь. И если мы этот период до 8-9, может быть 10 октября разложим на какую-то конкретику, то первый период, он называется йод Венеры с Плутоном и Нептуном. Что такое йод? Вообще это буква еврейского алфавита, и по каббалистической системе, весь этот алфавит это не только буквы, но это цифры, и кроме того, пожалуй, это самое важное, это система символов, причем очень древних, из очень далекой истории. Так вот, йод еще иногда называют палец Бога или палец вниз, да, мы называем это, может быть, дизлайк, но это где-то прообраз, можно так тоже, наверное, сказать, но это о чем? Когда нам что-то не нравится, правда? Или это тот период, когда мы сталкиваемся, может быть, как преграда какая-то, или мы сами для себя не хотим чего-то продолжать, или мы понимаем, что продолжить нужно, но в каком-то другом измерении, в другом качестве. Как-то это нужно переделать, трансформировать. И поэтому основной смысл – это период кризиса. По сути, это тот кризис или та точка невозврата, которая заставляет нас сосредоточиться или обращает внимание вот в одном каком-то определенном направлении. И он у нас продлится с 22-23 июля. Иногда ведь это все даты размыты. Вот все, что я буду говорить, мои дорогие овны, это нет какой-то четкости. С учетом еще Сатурна в рыбах, когда у нас вообще все границы размыты. Поэтому это кто-то может прочувствовать на несколько дней раньше. Ко мне какая-то прошлая ситуация словно вернулась. А может быть, и ее вернули вы. Потому что есть что-то очень важное в вашем прошлом, которое нельзя не забыть, не вычеркнуть. Оно должно быть взято в будущее, но в каком-то, опять же, другом качестве. Так вот, с 22-23 июля этот самый йод Венеры или палец Бога в сочетании с Плутоном и Нептуном. Плутон у нас все меняет, а Нептун это тоже где-то размытые границы или подсказки интуиции, или то, что в нашей душе, может быть, как ощущение сохранилось, но нет пока никакой конкретики, и мы можем быть где-то в недоразумении, что делать, как действовать. Так вот, этот период где-то может продлиться до 1 августа. Второй период у нас будет квадрат Венеры и Урана. И приблизительно 27 июля, 19 августа. Более долгий период. Некоторые внезапные изменения уже могут происходить. К нам приходит внезапная информация в этот период, которая может подталкивать к важным решениям, или новость, которая так или иначе все равно и меняет наши отношения либо к чему-либо, либо к кому-либо.
Уран сам по себе это планета перемен, причем планета перемен внезапных, поэтому у кого-то это какая-то ситуация, которая длилась до этого времени и может быть в период с 27 июля по 19 августа какой-то пиковый момент, когда вот мы понимаем, да, дальше вот так продолжаться не может. Или это внезапная информация, которая все равно нас так или иначе подталкивает к какому-то решению или увидеть правду, что есть на самом деле. И третий период у нас называется трин Венеры, или это своеобразный треугольник, мои дорогие, треугольник к Хирону. И мы все знаем прекрасно, кто у нас такой Хирон. Это прекрасный, могучий кентавр, очень сильный, благородный и мудрый, который является прообразом израненного целителя. Я уже не останавливаюсь подробно на мифологии, но смысл идет как исцеление, да, и действительно первый период кризиса, второй каких-то внезапных осложнений или новостей, или наших решений. Так вот, третий период как раз нам обещает уже исцеление, мягкость, глубины сознания, когда мы принимаем, что да, обстановка изменилась, и мы вынуждены меняться тоже. Этот период ориентировочно 6 августа по 25 августа продлится. Это наш прекрасный потенциал, мои дорогие, залечить глубокие душевные раны, потому что мы принимаем, что да, есть определенная действительность, реальность, и мы уже от нее не отказываемся. 13 августа звездная точка называется Венера, и это как раз тот период, когда Венера словно выравнивается с Солнцем, и сам период возрождения, превращения в утреннюю звезду. С 23 августа по 3 сентября будет ретро-Венера и Меркурий. Причем одновременно у нас еще ретроградный и Сатурн, и Нептун, и Плутон. Представляете? Ну, такой замес у нас получается достаточно серьезный, и это сильный момент ретро-энергии. Не будет что-то как прежде. Мы это должны просто осознать, или мы это можем обнаружить окончательно. И за счет вот такого сильного ретро-планетарного слияния серьезных игроков в небесной канцелярии мы можем чувствовать слабость, вялость. По 30 сентября, достаточно долгий, почти в месяц период, это у нас будет квадрат Венеры и Юпитера. И этот аспект может вынести на поверхность некоторые денежные, мои дорогие, проблемы. Вот почему я делаю покупки? Вот тут конкретика. Так ли мне нужно было это купить, или это где-то как обществом больше навязано, или у нас в социуме принято это иметь. Вот здесь мы можем вообще кардинально пересмотреть, и как будто этот период нас больше к материализации именно возвращает. Куда мы тратим деньги? Самый простой вопрос. И завершающая фаза ретро-движения, это уже и не ретро вовсе, это с 3 сентября и по 8 октября у нас идет соединение Венеры и Юноны. Кто такая Юнона? Богиня астероидов. И вообще все волшебно звучит, и как и Юнона, так и Венера, они в одних энергиях находятся. И если мы говорим, что у нас начинается с кризиса какого-то, потом у нас идет точка невозврата, потом соединение с Хироном – это момент исцеления, потом 13 августа момент возрождения в утреннюю звезду превращения. Далее идет ретро-Венера, Меркурий, когда мы именно вот свои материальные вопросы должны как-то упорядочить. Ну и дальше соединение Венеры и Юноны завершает наш период преображения, и это звучит как послание. Главные вопросы, которые могут быть вот этот заключительный период, на ком мы хотим жениться или выйти замуж, с кем мы хотим стать, в принципе, партнерами. И здесь могут проиграться, понятно, не только личные отношения, имеется в виду по бизнесу, или какими людьми мы хотим себя окружить, каких людей, в принципе, мы хотим видеть возле нас, с которыми мы просто больше радуемся, нежели расстраиваемся. Вот в сторону таких людей, какого-то своего круга, у нас тоже может быть избрано направление. Само по себе окружение нам захочется поменять. Ну, давайте мы посмотрим на картах.
Тройка Пентаклей. Вот вообще это карта обучения и сдачи жизненного экзамена. Мы переходим на другой уровень. И мы готовы как и миру быть открытому, так и учиться всему новому. Но где-то допустить, что я не все знаю, не все умею. И это очень важная мысль. Нам тогда дает больше возможностей воспользоваться тем, что нас окружает. Или теми, может быть, предложениями, которые прежде бы мы отказались от них, потому что было, мы так считали, недопустимо, а здесь мы рассмотрим все варианты. Это действительно своего рода переход, точка перехода по тройке Пентаклей. И если уже так на Таро перейти, тройка Пентаклей — это когда действительно мы что-то учим, или изучаем, или начинаем, может быть, что-то, или начали совсем недавно, уже в другом качестве, но в последующем, кстати, это нам приносит материальный доход, то есть финансы растут. Значит, вот это самое преображение, как по Венере, из вечерней звезды в утреннюю, для нас, для всех, мои дорогие, будет очень важно. Мы достанем такие карты. Первая у нас будет оценка ситуации вот на этот период именно по ретроградной Венере. В целом, как для вас. И мы достанем два события, основные события, в которых или две области, сферы, где могут происходить изменения или какая-то подсказка, чем я буду заниматься, что для меня, может быть, будет в приоритете. И каковы перспективы, допустим, у сложившихся обстоятельств или каких-то наших планов, или той сферы жизни, которая будет меняться. Перспективы, каковы неожиданности этого события и что нам помогает. И то же самое мы раскроем второе событие. Каковы перспективы, каковы неожиданности могут быть. Если мы говорим, что есть такая фаза, действительно, стадия, когда нас может словно развернуть что-то на 180 градусов. И что нам помогает? Давайте. Оценка ситуации. Рыцарь мечей. Достаточно холодная энергия. И тут две энергии проходят. Первое, когда мы извне сталкиваемся с людьми, у которых сложный характер. Или какая-то, знаете, есть ситуация, когда нам что-то мешает. Когда, правда, что-то не может быть продолжено. Это может касаться конкретного дела, а может быть и просто смена окружения. Когда нам могут надоесть люди, правда, которые нас заставляют чувствовать так вот не вполне ресурсными. И первое желание будет избавиться от них. С другой стороны, эта карта несет очень положительный смысл, когда мы становимся, знаете, мудрыми, и мы не верим на слово, мы не поддаемся какому-то импульсу. Мы начинаем понимать, что импульсу мы можем поддаться, но в последующем мы как раз из-за него можем и проиграть. И нас это словно разворачивает докопаться до истины, до тайны. Ведь рыцарь мечей, он в первую очередь интеллектуал. И здесь где-то работа мыслей, есть определенная реальность, и мы хотим ее знать. Вот такие энергии, не такие огненные, как вы, мои дорогие овны. Значит, у каждого из вас будет какая-то своя реальность или какой-то свой вопрос, который нужно решать. Нельзя оставить на потом. И первое, что это может быть, действительно, это может начаться с новости какой-то, чего мы не сможем отложить на завтра. Ку железо пока горячо. И, может быть, это обстоятельства вокруг вас так сложились, а может быть, это будет связано с известием от вашего знакомого или какого-то человека, или внезапные перемены сами по себе в каких-то ситуациях, но они нас будут подталкивать изменить собственную жизнь. И причем действовать нам как будто придется очень быстро. К чему эта новость приведет? Хотя я понимаю, что у каждого проиграется какая-то своя ведь сфера. Нам не сказали конкретно, нам просто выпадает карта скорости, когда мы чего-то не можем отложить на завтра. А перспективы здесь таковы, действительно, мы что-то должны изучить. Но, наверное, самое главное – это карта мудрости, интуиции и независимости. Вот такие перспективы. Значит, может быть, чего бы это дело ни касалось,
Вполне вероятно, это касается ваших отношений, когда, может быть, и хотя переложить это и на финансы можно, поскольку независимость, деньги – это у нас способ взаимодействия с миром. Поэтому нужно сказать, что у вас сейчас очень благоприятный в целом период, и его нужно использовать по максимуму, с учетом смены кармических узлов. Себе где-то не навредить, но себя трансформировать с учетом того, что вы не можете действовать, как бы действовали, может быть, 2-3 года тому назад. Будет меняться энергетика, и будут условия какие-то тоже другие. По Верховной Жрице нужно быть мудрым. Видимо, увидеть не эмоциями какую-то ситуацию, а конкретикой больше. Для кого-то это карта тайных знаний. Мы действительно будем искать какую-то, словно тайну. Мы, может быть, смотря чем вы занимаетесь, но кто-то может работать с архивом или действительно искать информацию, может быть, по родственникам своим, или через эту информацию искать для себя словно какой-то выход или важное решение. Может пройти все что угодно, но 3 момента: независимость, где-то свобода, потому что Верховная Жрица, она абсолютно свободна, мудрость, интуиция. Вот интуиция нам явно помогает. Каковы могут быть неожиданности? У вас эти какие-то события, понимаете, вот пусть даже если мы говорим по финансам, вот какие-то приходят сообщения, когда мы понимаем, что нет, вот так, как прежде, не может быть продолжено. У кого-то по вашему бизнесу, по вашей работе, может быть, тоже и грядут изменения, когда нам придется учитывать обстоятельства. И в конечном итоге это для нас, для кого-то может открыть как новые сами по себе перспективы, как получение должности, а для кого-то это может ознаменоваться, что мы начнем менять свою сферу деятельности или готовиться к переезду в неожиданностях. Может быть, нам придется, мы этого не планировали, а здесь может так закрутиться, что мы для себя поставим совершенно новые ориентиры. Но это карта, когда у нас все под контролем. И поэтому в неожиданностях, я бы сказала, если мы вот в таких энергиях, как Верховная Жрица, отчасти Рыцарь Мечей, находимся, то тогда мы увидим для себя возможности. И у вас они будут, но они к вам придут, мои дорогие овны. Будьте внимательны. Совсем не тем путем, как вы это предполагали. Поэтому провзаимодействовать, вот где-то долго не раздумывать, но принять во внимание, что я не просто так вот лечу буквально или спешу без какого-то рационального анализа происходящего, а я именно понимаю, ну где-то зачем мне это нужно, готов к каким-то альтернативным вариантам, действительно, как развитие событий, так и то, что мне придется поменять какие-то свои постулаты, взгляды, может быть и кредо, где-то так немножко причесать тоже. Мы здесь будем меняться, и это будет совершенно точно неизбежно. И этот период не закончится у вас, мои дорогие, в этот период как бы ретроградной Венеры в октябре. Вы закладываете словно фундамент на далекое будущее. Давайте мы посмотрим, что нам помогает. Помогают финансы, поэтому для кого-то, правда, проиграется в финансах. И может быть, кстати, задержка по финансам, какие-то выплаты, ну, особенно с учетом того, что у нас будет ретро-Венера вместе с ретро-Меркурием, и мы сказали, что да, действительно, есть такой период, моменты, когда нам деньги могут просто задерживаться, то вот здесь это вам помогает. Значит, мы чего-то не потратим, или, может быть, мы вынуждены рассмотреть новый способ действий, когда обстоятельства для нас складываются не так, как мы хотели. Предположить, что если мы будем зависеть от какой-то даты или от того, что мы себе где-то надумали, распланировали, а в жизни оно пошло каким-то другим путем, мы можем остаться где-то как на распутье. Вот этого быть не должно. На этот период или какие-то события вас заставят больше прагматично думать о том, что я должен предусмотреть, что в любой момент обстоятельства, которые вокруг меня, ведь по семерке Пентаклей это именно обстоятельства проходят, на которые мы не влияем. Так вот, это словно заставляет подождать. Второе событие или вторая какая-то сфера нашей жизни, 8 мечей, тем не менее, это
То, чего нет, это те ограничения, которые мы можем себе поставить сами неправильными мыслями. И нам говорят, может быть, и есть какие-то ограничения в пространстве, ну, буквально, может быть, обстоятельства у кого-то проигрываются, но значит, мы должны действовать альтернативным путем, а не сожалеть о том, что мы не смогли чего-то осуществить вчера, может быть, или о том, что какой-то метод у нас не сработал. Это уже не имеет значения. Нам, в принципе, словно переориентироваться приходится. Каковы перспективы? Шикарные, мои дорогие, перспективы. Ну, наверное, если мы пройдем вот такой сложный период самоосознания и какой-то реальности, вот наступает, да, как по Хирону, я сказала, что это период исцеления, и у вас он просто шикарный. Посмотрите, императрица, это карта власти. Ваш сигнификатор, если переложим на Таро, это император. Но, может быть, вас, пространство, мои дорогие овны, трансформируют более мягкие энергии. Ведь императрица это тоже карта власти, но власти доброй, когда мы допускаем как альтернативные варианты, опять же, развития событий. И самое главное, мы допускаем, что люди, они все разные. Наша задача может выбрать свой какой-то круг правильных людей, окружить себя людьми надежными, чтобы у нас все было под контролем. Для кого-то это может быть смена статуса, у кого-то в личной жизни произойдут очень серьезные перемены, когда будут сбалансированы практически все сферы и по финансам, и по любви, если мы говорим, и по какому-то достатку, ну и, безусловно, по императрице. Это наши планы, которые материализуются. Неожиданности, получение денег. Есть возможность заработать, но за это время мы должны изменить отношение к деньгам. Вот, наверное, все то, что я перечисляла по семерке пентаклей. Значит, мы можем период этот долгий, ретроградности проходит несколько стадий, значит, на какой-то стадии мы можем долго ожидать денег или что-то у нас, ну, как будто пробуксовывает. В итоге мы это получаем, но, видимо, этот период ожидания или какой-то паузы, у кого-то и не только в деньгах это может проиграться, в каком-то имущественном тоже вопросе или в материализации, опять же, вашего объекта. Так вот, этот период паузы, он нам будет дан для того, чтобы мы изменили отношение именно к деньгам. Мы не жили одним днем, а именно себе что-то планировали с такой дистанцией на будущее. Видимо, это будет для вас важно. Что нам будет помогать? Нам будет помогать приятные эмоции, нам будут помогать, ну, наверное, как магу. По королю кубков у кого-то конкретно проиграется ваш любимый человек и вопросы личной жизни. Но если мы возьмем эту карту и рассмотрим ее с энергетики, именно король кубков наиболее удачлив, когда вопросы касаются личных отношений, либо финансов. Он умеет переключиться с одних на другие, отключить эмоции, когда дело идет о какой-то конкретике. И если, опять же, вопрос касается личной жизни, но он тогда не смешивает какие-то вопросы денег или какие-то жесткие энергии. Вот переключение между любовью, взаимопониманием и какой-то холодностью, четкостью, рационализмом, это вам будет помогать, мои дорогие. Но для кого-то именно изменение в отношениях, скорее всего, с любимым человеком, какая-то ваша личная история, может быть, даже нет этих самых изменений, но даже в тех парах, которые есть на сегодняшний день, все равно какая-то трансформация произойдет. Мы как будто партнера увидим с другой стороны в новом качестве. Или себя переоценив как-то, передумав вот вообще, куда идут наши отношения, мы тоже захотим что-то скорректировать. Но в целом нам это помогает, и поэтому где-то про любовь, про личную жизнь и про финансы, наверное, этот период ретроградности будет занимать ваше внимание. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.